Тупик, он и есть тупик. Только не стреляйте, и все. То есть Украина не готова к переговорам? Переговоры будут, прекращение огня будет, но оно уже будет тогда, когда все дойдет уже совсем до предела. В Кремле вашу точку зрения знают. Он им предлагал Ялту-2. Они отказались от Ялты-2. Ну, теперь смотрите, что будет. Как Кремль ответит? Чем ответит? Будет страшный ответ. Главный вопрос, что будет предметом торга? Ничего важнее спасения жизни людей и жизни человека, детей нету. С вами Марианна Минскер. Вы держитесь. Со мной в студии политик, экономист, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Григорий Алексеевич, на днях канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно заявил, что настал момент для дискуссий о завершении конфликта в Украине, причем и с Москвой, и с Киевом. Вы что-то подобное говорили уже очень давно и говорите. Как вы объясняете, почему именно Шольц и именно сейчас заговорил о мире? Если ответить коротко, это не важно, что он сказал. Если более подробно, но это его там проблемы внутри Германии. Он приближается к выборам. И у него новые партии, правые, левые, угроза для него, чтобы его не переизбрали. И он знает, что значительная часть населения в Германии хочет мира в Украине и не хочет продолжать поставки там, оружия из Германии и так далее. Тем более, что в Германии очень неблагоприятная экономическая ситуация. Ну вот он это все знает, поэтому, поговорив немного с Зеленским, он придумал себе, что тут нужно сказать. Это подготовленная, продуманная позиция со стороны канцлера Германии? Или он просто частное мнение выразил в Это просто разговор. Разговор, ну вот он это сказал, там, ничего содержательного он к этому не добавил. А мы можем предположить, к кому он обратился? Но все равно он же сделал такое заявление. К Москве, к избирателям Киеву, он обратился, к избирателям. Только лишь. Он просто, это реклама, это такая игра. Он обратился к избирателям, никому он не обратился. Он несколько месяцев назад говорил, что ничего этого не надо. Теперь выборы прошли неудачно, некоторые региональные, но существенно неудачно. А какой короткий ответ? Давайте я вам скажу короткий. Он не имеет значения. Только Вашингтон имеет значение. Все остальные не имеют значения. Поэтому он может говорить все, что ему влезет. Вот и все. И последнее. Когда я говорил и говорю, вот на днях опубликовал большую статью, ну, соответствующую статью о прекращении огня. Это совсем другое. Оно не несет в себе вот эти всякие подробности, там, что с территориями будем делать, что с границами. Это уже вторично. Это потом, годами, десятилетиями, сколько хочешь можешь обсуждать. Убивать друг друга перестаньте. Вот о чем речь. А он не так сказал. Он сказал там про какой-то мир. Они поняли, что в Швейцарии ничего не получилось без России. Теперь, значит, умничают, что надо пригласить Россию. Только о чем? Только что сегодня Киев выразил огромное недовольство тем, что сказала Бразилия, что сказал Китай. Причем в такой форме, в которой обычно со мной разговаривали ребята с соседней улицы. Вот. То есть никакой дипломатии нет. Вот. Но вот это уже одну давно из мы важных, видим, что ее нет. Да. Так это вот одна из важных вещей, говорящих об изменениях, которые произошли в мире, что нет профессионального дипломатического подхода ни к каким проблемам. Дипломатия, то, что там когда-то делал Киссинджер, там, нет, ну, то, что делал Громыко, нету ничего. Это факт. Вот поэтому мы и сталкиваемся с такими проблемами. Смотрите, если говорить о реакции или о возможной реакции на слова Шольца, то глава Совбеза Шойгу заявил, пока мы не выкинем ВСУ с нашей территории, никаких переговоров с ними вести не будем. Можно ли считать это официальным «нет» Москвы? Это очевидно. Шойгу мог это говорить, мог не говорить. Потому что сейчас как раз на сегодняшний день ситуация-то какая? Там продвижение российских войск идет в сторону Покровска очень существенное.
И это очень существенное, так сказать, пересечение, которое там находится, потому что через Покровск проходит очень много железнодорожных всяких путей. И одновременно, насколько я понял, идет активное наступление на Суджу. То это уже в Курской области. Ну так а кто будет останавливаться или кто? Для чего вести переговоры? Сейчас, да, про Курскую область сейчас мы тоже поговорим Да. отдельно. Но в любом случае, вот то, что озвучил Шойгу, это публичная позиция, официальная позиция. А что вам известно о непубличных заявлениях, непубличных разговорах? Что говорят ваши знакомые, может быть, ваши какие-то источники, близкие к Кремлю? Готовы ли власти пойти на какой-то шаг, похожий на переговоры? Значит, у меня никаких специальных источников нету. Вот. Я вам могу только сказать собственные наблюдения и рассуждения. Так много раз уже в разных формах со стороны Москвы звучало, что вот, можно идти на переговоры. Между прочим, так внятно это звучало первый раз прошлой осенью, если помните. Я тут у вас был, вы меня долго расспрашивали обо всем. И потом было вот, и в этом контексте было такое заявление. И какой последовал ответ? Ну вот на это устное заявление. А ответ последовал тогда: потопили военный корабль и активно обстреляли Белгород. Ну и все. Потом это было с этим журналистом Карлсоном, который там брал большое интервью. Да? И опять это было сказано. И сразу же, каждый раз, вот как только это говорится, какая-то очень активная происходит атака или очень активное действие. Это для чего делается? А чтобы отодвинуть эту тему. Это ответ. То есть Украина не готова к переговорам? Ну, из вот этой конструкции, да. Так она только все время говорит, Зеленский что говорит? Вот тут мы готовим, так все готовим. Вот они готовят и готовят. Готовят, и будет это, и будет то, а в чем там содержание, там, так сказать, ничего там неизвестно, по крайней мере, что они готовят, я не знаю. А почему, как вы считаете? И в ответ на все на это в очередной раз, а вспомните, в Петербурге этим летом опять очень внятно Путин высказал свои предложения, вот мы готовы к переговорам, он говорит, вот на таких-то условиях. Ну, в прессе это было воспринято как ультиматум, и там есть ультимативные установки. Сейчас я к этому вернусь. В ответ что произошел? Курск. То есть, понимаете, вот вы, если проследите внимательно, то вы все время увидите, на каждое такое предложение, реальное, нереальное, такое, другое, все время ответ вот такой. То есть ответ: ничего мы не будем, никаких переговоров. На таких условиях, может быть, не будем? Так не... Вот, теперь слушайте, теперь вот. Теперь вернемся к тому, что я считаю надо делать. Я буду много раз сегодня это повторять, наверное. Прекращение огня. А потом обсуждайте, на каких условиях, на таких условиях, не на таких условиях. Не соглашайтесь, проводите заново. Значит, вот я в этой статье, там, я уж даже цифру точную не скажу, там 150 или 170 было вот таких переговоров после того, как Южная и Северная Корея решили, наконец, искать... Там прекращение огня 80 лет уже, или там сколько, 70, с 53-го года, 71 год. Вот 71 год там прекращение огня. Ну, так и здесь, с чем-то можете соглашаться, с чем-то... Но просто прекратите эскалацию, решайте целый ряд вопросов с разведением войск, с демилитаризованными зонами, с внешними наблюдателями из третьих стран и так далее. Останавливаться надо было в 22 году осенью, как минимум. Украине? Ну, конечно. После того, как они... А как останавливаться? На каких условиях? Минуточку. Вопрос стоял о том, что я сейчас подчеркиваю. Я говорю мысль о том, что это должна была быть такая инициатива. Но я уже не говорю про турецкие договоренности. Про них все время только и делают, что говорят.
Обратите внимание, вот тот факт, что про них все время говорят бесконечно. Говорят о том, что в душе все чуть ли не тоскуют, потому что так надо было решать все. Кто отменил это все? Уже хорошо известно. Американцы. Нуланд, все прочие сказали, ни в коем случае, продолжайте. Продолжайте за чей счет? Продолжайте за чью кровь? Продолжайте. Ну, продолжайте. Вот продолжаем. Осенью 22 года у них получился серьезный результат. Не такой, как в Курске, а серьезный. В Харькове и в Херсоне. Они отодвинули российские войска и так далее. Вот. И это произвело огромное впечатление на всю Украину и на весь мир, кстати говоря. Вот был момент, когда надо было сказать прекращение огня и начинаем переговоры. Вот он. А Россия тогда пошла бы на такой Не шаг? знаю. Не знаю. Ну, может быть, кулуарно? Не знаю. Нет, быть, кулуарно это не нет. надо фантазии. Я не знаю. Кулуарно, я не верю ни в какие украинско-российские разговоры кулуарно. Я их не вижу. Только по обмену заключенными. Вот это да, это происходит. Это известно. Трупы, обмен трупами заключенных. А это я никогда не слышал никаких кулуарных этих. Вот. Нет. Контрнаступление в 23 и проиграли контрнаступление. Не получилось контрнаступление. Ну и все. И дальше уже пошло все вниз. И теперь каждый следующий месяц ведет к огромным жертвам и к потерям экономическим, и к потерям возможности вести переговоры. То есть переговоры будут, прекращение огня будет, но оно уже будет тогда, когда все дойдет уже совсем до предела. И кто это будет решать? А жизнь уже будет решать. Если так дальше продолжать, если все время тянуть эту резину в таком виде, надо же понимать, вот смотрите, сейчас в Америке идут выборы. Я не знаю, вызывают ли они у вас улыбку, или что они у вас вызывают, но это вообще тоже тема, говорящая о состоянии мировой политики и так далее. Вот. Значит, в ближайшие полгода там разговаривать будет не с кем толком и обсуждать будет нечего толком. Никто никаких особых решений не примет, таких перспективных. Потом будет инаугурация в январе, потом формирование новой администрации. То есть они будут готовы к переговорам где-нибудь в апреле. Вы представляете, что произойдет за все это время? Сколько всего будет происходить? А они все решают, потому что они предписывают. Они теперь даже откровенно говорят об этом в своих интервью везде, что они как бы указывают. Так в этом все и дело. Это противостояние России с ними, но на территории Украины. Я сказал об этом летом 2021 года, что так будет. По поводу мирных переговоров. Вы давно говорите о необходимости прекращения огня. Да. В Кремле вашу точку зрения знают. Да. Мы с вами в одном из эфиров обсуждали вашу встречу с Путиным, на которой вы об этом говорили. Мы подробно с вами это обсуждали. Вот сейчас прошло какое-то количество времени. Во-первых, какие-то контакты у вас с ним или с кем-то из его окружения, разговоры по телефону или лично были? Нет, ничего такого нет, но просто могу сказать, что вот в контексте нашего с вами интервью тогда и разговора, и вот этого разговора, я так косвенно сошлюсь, была в декабре огромная статья в «Нью-Йорк Таймс», которая как раз описывала вот этот сюжет с прекращением огня и с позицией Путина по этому вопросу. И, как я вам уже сказал, он вообще сам сказал, а потом он Карлсону все это сказал. Вот. И потом оно все время повторяется в самых разных формах. Может быть, как-то до вас доносится позиция вот в Кремле сейчас вашу эту инициативу о прекращении огня сейчас поддерживают или как к ней относятся? Нет, там публично формулируют по-другому. Они формулируют так, что она получается в конце всяких условий, а ее надо поставить вперед. Вот это и есть вопрос, чтобы договариваться именно об этом. Но договариваться, как мы видим, нужно не только с Киевом, но
с Вашингтоном. Вот в чем проблема. Давайте сейчас вот вторую часть. Да? Огонь прекратили, и дальше мирные переговоры. Вот сейчас про прекращение огня мы поговорим чуть подробнее, чуть позже. Мирные переговоры. Вот главный вопрос, что будет предметом торга? Потому что очевидно, что Киев не согласится отдать России Донбасс, Луганск, Запорожье, а Россия не согласится вернуть их Киеву. Это тупик. Вот в чем тогда, где компромисс искать? Не надо. Тупик, он и есть тупик. Только не стреляйте, и все. Сейчас ни о чем договориться невозможно. Я не о мирных переговорах. Здесь нет никакого общего языка на данный момент нет. Не убивайте людей. Вы же убиваете людей с той и с другой стороны, понимаете? Вот же в чем дело. Вы же убиваете тех, кто на фронте, гражданских лиц, гибнут дети, гибнут женщины, гибнут старики, гибнут просто все люди. Прекратите вот это, прекратите. И вместе с этим погашена частично будет эскалация. Ну и все, потом ведите переговоры, о чем хотите всю жизнь. Григорий Алексеевич, вот объясните мне, совершенно не военному человеку. Вот подписали соглашение о прекращении огня. Все, перестали стрелять. А при этом осталась куча оружия с обеих сторон. И мы знаем, что Запад производит и поставляет оружие в Украину. И Россия, российские предприятия ВПК, многие из них, как мы знаем, работают в 3 смены. Вот это что, все как-то молниеносно остановится? Нет, и куда денется это оружие? Это никуда оно не денется. Оно будет в арсеналах, часть будет на фронте, будет заменой. Все это будет продолжаться, но стрельбы не будет. Так оно всегда и было. Всю нашу с вами жизнь. Американцы делали оружие, Европа делала оружие, Советский Союз делал оружие до бесконечности. Советский Союз, между прочим, экономический крах перенес в связи с тем, что делал просто бесконечное число этого оружия. Ну и что? Ну так всегда и жили, так и опять будет. А может быть такое, что соглашение о прекращении огня подписано наверху, это официальная позиция, но поскольку оружие осталось, и люди там еще остаются, постреливают, продолжают стрелять. 100 раз. Сколько хочешь. Но это уже потом. Оно будет нарушаться, будет прерываться, будет опять что-то начинаться. Но это единственная дорога. А почему тогда по ней никто не идет? Ну, потому что вот как только кто-то что-то предлагает на эту тему. Ну, мы не Турции... слышали, чтобы были предложения просто прекратить огонь. А вот нет, потому что все ставят какие-то ультимативные условия. Ну, потому что дело идет, а почему? Все довольны. Те, кто... Ну, то есть каждый пытается... решает? Каждый считает, что он выиграет. Да, Москва считает, да. что Москва победит, Киев считает, что... Я не знаю, что считает там. В Киеве. И я не знаю, что... Ну, вот я думаю, что Вашингтон хочет, чтобы Россия была максимально ослаблена, чтобы потом можно было там делать что угодно. Что считают в Киеве, я плохо себе представляю, я не знаю. Вот. А в Москве считают, что все, мы справимся. Мы будем вот так давить, и дойдем до того результата, который нам нужен. Какой результат? Ну, для начала разговоров говорят о том, что там сделали в Турции на переговорах. Там Вернуться вот к той позиции. Ну, уже теперь так не вернешься, как там было сделано. Но там было много содержательных вещей. Вот. Вопрос другой. Не придумают ли из этого путь к большому столкновению позже? Ну, вот этот вопрос тоже остается открытым. Но что такое большое столкновение? Ну, это мировая война между Россией и Китаем, с одной стороны, и Соединенными Штатами и Европой, с другой стороны. Вот что-нибудь такое. Вот что имеет в виду в этом отношении, куда двигаются в этом отношении, как будут развиваться события в этом отношении. Ну, вы же видите, насколько падает авторитет ООН. Вы же видите, что Совет Безопасности перестал работать вообще. Вы же видите, что американские политики очень хитро говорят о том, что они из Европы собираются уходить.
А что будет делать без них Европа, она просто представить себе не может, и как она будет жить. Ну а что в таких условиях должен делать их противник или их оппонент? Он им предлагал Ялту-2. Они отказались от Ялты-2. Ну, теперь смотрите, что будет. Вот смотрите, Байден и Блинкен намекают, что скоро разрешат украинцам бить по территории России дальнобойными ракетами. Более того, якобы это решение уже принято. Так пишет Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве. Если эти дальнобойные ракеты полетят в российские города и действительно достигнут цели, и будут они бить по территории России. Вот это что, будет означать переход от тех самых пресловутых красных линий? Как Кремль ответит? Чем ответит? Будет страшный ответ. Все. Какой именно, я не знаю. Но будет страшный ответ. Это эскалация. Ядерный, это ядерный может ответ. доиграться до чего угодно. Я не знаю. А вообще такие решения вот о ядерном ответе, как, может быть, до вас какие-то доносятся слухи, обсуждаются в коридорах Кремля? Сейчас не знаю. Нет. Но могут. Ну, об этом же много раз было сказано. В Белоруссию было переправлено, потом там испытания были, потом разорваны все договоренности и так далее. Вы меня спрашиваете, есть ли у этого конфликта такая опасность? Есть. Да, и мы с вами об этом Велика говорили. ли эта опасность? Она меняется. Иногда она становится выше. Сейчас она, на мой взгляд, не самая высокая, потому что я пока еще не могу с уверенностью сказать, что там реально там какие-то куда-то полетят какие-нибудь ракеты. Но вы можете допустить вот такую мысль, что удары дальнобойными ракетами по территории России возможны? Что американцы действительно разрешат, чего они раньше, ну, по крайней мере, на словах говорили, что нет? Ну, мне не хочется фантазировать. Все может быть. Ситуация очень серьезная. И то, с чего мы начали наш с вами разговор. Дипломатии нет. Дипломатия перестала. Никак не а поправишь. когда нет дипломатии, может быть что угодно. Иначе говоря, еще раз, ситуация сложилась таким образом, что произошел развал мировой политики. Масштабный. С разных сторон. И очень глубокий. Вот когда-то была такая книжка «Политическая энтропия. Развал мировой политики». Вот это произошло. Это очень опасная ситуация. Разрешить ее сходу не получится, невозможно. Мой интерес здесь только в одном. Поймите, ничего важнее спасения жизни людей и жизни человека, детей нету. Вот вы про Америку начали говорить. Дональд Трамп заявил на дебатах, что пора прекращать. В ответ на это Камала Харрис обвинила его в потакании диктатором. Значит, она ему сказала: ты потакаешь диктатором, надо продолжать, сказала она. Так? Ну так я вам только что об этом сказал. Ее же власть сейчас там. Она же... Но она не могла по-другому сказать. Очевидно. Я не знаю, очевидно. я не знаю. Я-то думаю, что значительная часть американцев хочет, чтобы уже это завязать. Их интересуют деньги. Их интересуют налоги, деньги, стоимость продуктов, стоимость жилья. Их это интересует. Ничего большего американскую публику не интересует. Если Трамп выиграет эти выборы, война становится? Не знаю, не так просто. Это же популизм. Он же не умеет так смеяться, как умеет смеяться его конкурент Камала Харрис. Он же так, не так замечательно смеется, что очень нравится некоторым, как вы знаете. Ну что про это еще скажешь? Ну что? Они обсуждают море крови и обсуждают вот такими. Ну он там болтает, что за день они там все закончат. Ну, для России чья победа в американских выборах выгоднее? Не знаю. В нынешних обстоятельствах трудно сказать. А вы за кого? Я объясню почему. Во-первых, потому что то, что они сегодня говорят и что они будут делать, это может быть абсолютно разные вещи. Во-вторых, я лично думаю, что никто из них толком не знает, что он будет делать в этой части. В-третьих,
мир настолько изменился и стал таким особым, что представлений о том, что нужно делать и какую политику проводить в таком новом мире, из правящей элиты сегодня нет ни у кого. Эта правящая элита похожа на правящую элиту, которая привела к Первой мировой войне. Это такие же сомнамбулы, которые вроде все видят и куда-то идут, но сути, куда они идут и к чему они придут, они не понимают. И это массовое явление в сегодняшнем правящем классе в мире. Одной из причин такого их состояния являются сети, интернет, социальные сети, новые технологии, цифровые технологии. А скоро еще будет искусственный интеллект. Мало никому не покажется. Так вот, тогда, когда произошли очень крупные технологические изменения, мир пришел к Первой мировой войне. А из нее выросла Вторая. Потому что Вторая мировая война – продолжение Первой. Они так заключили Версальский мир, что привели ко Второй мировой войне. И только после этого возникло, уже после 1945 года, возникло права человека, жизнь человека, свобода человека, достоинство человека, здоровье человека. И так мы прожили 70-80 лет. А теперь все это опять ушло со сцены. И опять появились сомнамбулы. Опять они так или иначе, такими другими способами опять ведут к чему-то подобному. К Третьей мировой. К чему-то подобному, да. К страшным делам. Ну, правда. Ну, я так... Вы же меня спрашиваете. Вот я как вижу это, как понимаю, так вам и говорю. Все-таки, чтобы закончить тему с американскими выборами, вы сами за кого? За Трампа или за Харрис? Я же содержательную политику. Лично я буду воспринимать это как данность. И в том, и в другом случае я буду думать о том, как ответить, как вести себя для того, чтобы сохранять жизнь людей. Я, кстати, должен сказать вам, что в определенном смысле, с точки зрения внешней политики, они недалеки друг от друга. Байден недалек от Трампа в части внешней политики. И это Европа должна понимать. А как вы считаете, вообще какие цели преследуют американцы вот в этом военном конфликте Россия-Украина? Ослабление России и гегемонию свою. Но и в Кремле тоже говорят, что одна из целей американцев – ослабить Россию. Но если это понимают в Кремле, почему тогда они не стремятся прекратить войну, которая ослабляет страну? Нет, они хотят доказать, что никто не сможет их ослабить. У них там свое. Это был Григорий Явлинский, я Марианна Минскер. А вы держитесь и подписывайтесь на телеграм-канал RTVI, там много важного.